Друзья, рада вас видеть на своем канале. С вами, как всегда, Наталья Соколова, ваш проводник в мир шоу-бизнеса. Сегодня мы поговорим о том, как наши звезды буквально тают на глазах. Поверьте, некоторые истории вас по-настоящему шокируют. Но давайте начнем с мамы 4 детей и бывшей звезды Дом-2 Кати Жужи. 37-летняя блогерша весит всего 51 килограмм, при росте 168 сантиметров. Казалось бы, мечта любой женщины, но есть один нюанс. Ей часто пишут в комментариях: «А где же талия? Вот ты худеешь, а толку нет». Но Катя на это не обижается. Она честно объяснила причину. Это диастаз, то есть расхождение мышцы живота, которое начинается от начала живота и идет полностью до конца. Но у меня есть проблема. Как бы я ни худела, я квадратная, у меня нету талии, потому что у меня диастаз, и он начинается от начала и идет полностью до конца живота. Чтобы его зашить, мне сказали, нужно делать вот такой вот разрез, плюс ко всему подтягивать кожу, менять пупок, к чему я абсолютно не готова. Но я на самом деле не тороплюсь его зашивать. Я жду какие-нибудь новые технологии или какого-нибудь классного врача, который сможет мне зашить мой диастаз лапароскопическим путем, чтобы избежать вот этого огромного шва. При этом Жужа постоянно работает над собой. Она полностью исключила сладкое, мучное, газировки, фастфуд и алкоголь. Тренируется постоянно. Около месяца назад она начала работать с тренером, придерживаясь строжайшей диеты. И даже на свой день рождения не сорвалась. И знаете, большинство подписчиков ее поддерживают. В ее импровизированном опросе 82% считают ее фигуру отличной. А вам как кажется, нормальная она или нет? Напишите в комментариях, потом сравним оценку. А теперь внимание, обязательно смотрите этот выпуск до конца, потому что дальше я расскажу вам об экстремальных методах похудения, к которым иногда прибегают наши звезды. И поверьте, некоторые способы вас точно удивят. Например, одна известная блогерша вообще перестала есть, но об этом чуть позже. А теперь давайте поговорим об известной визажистке Гаар Аветисян. Ей сейчас 32, и ее история похудения – это настоящий марафон длиной в несколько лет. Гаар похудела со 131 килограмма до 88, а это на минуточку минус 43 килограмма. И ее путь к стройности был непростым. Первые 10 килограммов ушли за 10 дней, когда девушка начала считать калории и полностью отказалась от сахара. За следующие 4 месяца она похудела еще на 20 килограммов. Гаар долго сидела на диетах, были срывы, но она не сдавалась. И как воин шла от поставленной цели. А теперь самое интересное. Визажистку обвинили в том, что она сделала уменьшение желудка. Использовала препараты для диабетиков, которые подавляют аппетит. Ее бывший муж Вагит Мартиросян сообщал подписчикам, что она сделала резекцию желудка. Но Гаар подтвердила операции только для удаления лишней кожи после похудения. С ее слов, это был настоящий кошмар. Огромные швы почти от колена до бикини и вдоль самой линии бикини. После операции случилось кровотечение и потребовалась повторная операция. Были сильные отеки. 4 года назад Аветисян честно рассказала о трудной реабилитации. И сейчас, когда она показывает фото до похудения, люди просто не верят, что это она. Приходится доказывать, показывая шрамы на руках и растяжки. А после родов в конце 2023-го она снова быстро пришла в форму. Уже через 2 недели после рождения ребенка Гаар похудела на 18 килограмм. Молодец, так держать. А мы двигаемся дальше. Следующая наша героиня – 35-летняя Виктория Романец, еще одна заметная участница Дома-2. И вот тут начинается по-настоящему экстремальная история. За 3 недели Виктория уменьшила талию на 10 сантиметров, с 75 до 65. А знаете, как ей это удалось? Свой главный секрет похудения Виктория называет капельница. Она честно говорит: после введения препарата я просто не испытываю чувство голода на протяжении недели. Представляете, всю неделю ей совсем не хочется есть. Но и это еще не все. Романец полностью отказалась от углеводов, заменив их на кофе. Ест всего 1 раз в день. В августе она пыталась сидеть на гречке, но поняла, что ей проще вообще отказаться от еды. А еще она дополнительно подключила мощные массажи и обертывания, плюс ежедневные тренировки. Виктория уже не в первый раз ложится под нож. Ранее она переделывала нос, губы, грудь, поставила виниры вместо брекетов. По ее словам, лучше 20 лет проходить с голливудской улыбкой, чем мучиться с брекетами годами. Но тут, как говорится, каждому свое. И вот еще один забавный момент. Подписчики обвинили блогершу в использовании накладных подкладок для увеличения ягодиц. Но Романец это категорически отрицает. Знаете, что она говорит в свое оправдание? Я трусы вообще не ношу. Как он? Ну, прям как наш певец-шаман, который сам недавно в этом признавался. Кстати, до 27 октября Виктория взяла аскезу на отказ от алкоголя и кальяна. Своими результатами она довольна и считает, что стала сейчас похожа на подростка.
И, наконец, переходим к 23-летней блогерше и певице Вале Карнавал. Ее трансформация за 3 года просто потрясающая. С 2022 года девушка похудела с 65 до 48 килограмм. Она скинула целых 17 килограммов. Напомните, я говорила про экстремальное похудение? Так вот, в начале года Валя продолжила худеть еще больше. После новогодних праздников обычно наши люди набирают вес, а у Вали он составил всего 43 килограмма. То есть она умудрилась еще сбросить 2 килограмма. Сама блогерша тогда связала это с проблемой зуба мудрости, который девушка никак не могла вырвать, из-за чего и выглядела максимально изможденной и заставила своих поклонников понервничать. Но за это время у нее изменилась не только фигура, но и ее лицо тоже преобразилось до неузнаваемости. Подписчики заметили у нее возможную ринопластику и явное увеличение губ. По слухам, Валя также сделала подтяжку груди на фоне резкого похудения. А еще, внимание, липомоделирование ягодиц. Эта процедура, кстати, доходит по стоимости до 1,5 миллиона рублей. Представляете? Сама Карнавал принципиально не раскрывает информацию о хирургических вмешательствах. Она объясняет это тем, что не хочет, чтобы маленькие поклонницы следовали ее примеру. Молодец, если учесть, что это ее основная аудитория. Хотя она не раз говорила, что не видит ничего плохого в радикальных методах преображения. Реакция поклонников разделилась. Одни просто в восторге от ее форм, другие всерьез беспокоятся о ее здоровье. Тут даже психолог высказалась о бесконечном похудении блогерши, отметив отсутствие равновесия в ее жизни. И немного о личной жизни Вали. Недавно блогерша опубликовала фото с обручальным кольцом, тем самым намекнув на помолвку с бизнесменом Аргиш Теваяном, который в последнее время задаривает ее подарками на миллионы рублей. Знаете, дорогие мои, в последнее время экстремальное похудение стало настоящим трендом среди наших российских звезд и блогеров. Одни используют капельницы, другие – препараты для диабетиков, а третьи ложатся под нож хирурга для уменьшения желудка. Например, Елена Воробей избавилась от 14 килограммов с помощью препарата Оземпик, а блогер Верона за 3 года похудела на целых 90 килограммов. Юморист Михаил Галустян сбросил 14 килограмм после озвученного ему диагноза ожирения. Еще один выходец КВН Ольга Картункова тоже похудела на 90 килограмм без операции. А Александр Морозов, помните пчелку из Кривого зеркала? Он сделал операцию по уменьшению желудка и похудел на 80 килограмм. Как вы относитесь к таким экстремальным похудениям? Напишите в комментариях. Мне очень интересно узнать ваше мнение. Лично я, конечно, прекрасно понимаю желание быть красивой и стройной, но тут четко нужно понимать грань, за которой красота превращается в одержимость. Ну а на сегодня это все. Будьте всегда красивыми и любите себя. До скорых встреч. Пока-пока.